Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры. Сегодня у нас на обзоре танк советский, второго уровня, легкий танк, прем-танк, самое важное, Т-45. Вот такая вот машинка, предшественник таких, скорее всего, машин, как Т-60, Т-70, да, очень похож на них. Вот, есть у него определенные моменты, и я готов с вами их обсудить. То есть я готов уже сейчас сказать, что это танк кусок дерьма. Я вам готов доказать, объяснить почему. Давайте сначала пойдем посмотрим бронирование Т-45. Идем. Итак, по броне. Мы всего лишь второй уровень, и как для второго уровня у нас 39 НЛД, 56 до 60 рикошетный ВЛД, хороший угол наклона, да, огромная маска во всю башню практически, 50 по центру, к краям расходится до 61, потому что она закругленная. Боковое бронирование 15, танковать он от борта не может, да, ну и кто там танкует на втором уровне. Соответственно, броня, как для второго уровня, конечно, есть, потому что бронепробитие на очень большом количестве пулеметных орудий на втором уровне, да, у вас даже большая часть-то и пробивать не будут, да, ну и НЛД понятно, люк мехвода понятно, а вот маска и ВЛД здесь вполне себе неплохие. Но мы за эту броню расплачиваемся многими другими моментами, которые мы сейчас с вами обсудим. Давайте сначала посмотрим пушку. Пушку у нас с альфой 47, бронепробитие 51 на основном стоянии, что очень мало. На голде 84 уже хорошо. Заряжается пушка у нас одиночными выстрелами стреляет. Это пушка обычная, да. 3,6 секунды. Вот. Средний ДПМ у нас там менее 800, разброс 0,4, ну и понятно, это вторые левела. 2,4 время сведения. То есть, вроде пробития на голде ничего, ДПМ, конечно, такой себе, заряжается достаточно, можно сказать, долго, да, но время сведения в 2,4 хоронит это орудие сразу в могилу. То есть, это однозначный сразу минус танка. Вот. Пушка это минус этого танка, и вы будете на нем ездить, сами поймете, пушка сводится в вечность. По оборудованию, вот идем сюда сразу, мобильность, 45 вперед, 17 назад. 45, господа, это уже с турбиной. Это уже с турбины, плюс 4 км в час, без турбины 41. То есть он очень медленный без турбины. Да и с турбины он не самый быстрый, в первую очередь потому, что удельная мощность двигателя всего лишь 13 лошадей. То есть он даже эту максималку в 45 будет набирать в вечность. Это опять жирный минус этой машины. Идем дальше. По снарядам. 757 на основном, 956 на голдовом. Да, голдовый снаряд здесь вменяемый. Но это же все-таки у нас прем-танк. И, наверное, вы хотите на нем пофармить, пострелять на основном снаряде, на дешевом, да. Но который 14 стоит, а это 800 за снарядик. 51 бронепробитие на одиночной пушке, не пулеметной, вас в рендоме похоронит. Вы очень много будете делать не пробитие, а учитывая ДПМ там 700 в минуту, вы ничего не будете успевать настреливать на обычных снарядах. То есть это по сути тоже минус по снарядам, ну если не брать голду. По снаряжению стандартные ставите сюда ремку. Экипаж у нас 2 члена экипажа. У нас командир, механик-водитель. У нас нету ни радиста, ни наводчика, ни заряжающего. Вот, соответственно, все перки наваливаются на этих товарищей, на командира и на механика-водителя. И, соответственно, ну, блин. Получается очень большая нагрузка на двух этих человек, а вам хочется побольше перков, чтобы на нем играть. Соответственно, и это тоже минус. Первым перком командиру лампу, вот, механику-водителю ремонт, вторым перком боевого братства. Дальше качаете, как показано в таблице, под этот танк, если уж на нем прям играть на Т-45, да. Поставили вот такое оборудование. У нас экипаж почти 4 перка, да. Что у нас с огневой мощью?
У нас минус 6, кстати, углы вертикальной наводки. И это очень плохо. Считайте, что у вас пушка только смотрит в горизонт прямо. Вот. Время сведения у нас чуть-чуть благодаря экипажу подуменьшилось до 2,35. И это тоже долго все равно. Разброс 0,39. Вот. По ХП. ХП 280. То же самое. Танк прям не блещет количеством и запасом живучести. По мобильности мы с вами смотрели. По незаметности танк маленький. Это его вот какой-то, наверное, хоть плюс, да, с точки зрения, ну, в него тяжело с большого расстояния стрелять, потому что размеры его габарита у него не самые большие. Вот. И по обзору у нас 317 метров. 317, что, ну, такой средний показатель для вторых левелов. Значит, еще раз. Я считаю, что танк дерьмо. Сейчас поедем в бой, посмотрим. Все сами увидите. Его подвижность, его пушку, его сведение. Да? Соответственно, по броне у него и плюс, и минус. По пушке однозначный минус. По снарядам, на основных снарядах это точный минус, только на голде плюс. Да? По обзору, ну, и плюсы, и минусы, ничего выдающегося нету. Плюсик единственное, вот по незаметности, по именно его габаритам. Вот. Подвижность прям вообще меня ужасает на этой машине. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотреть, как данная машина реально играется в рендеме. А может быть, она вам понравится. Погнали. Итак, Руинберг, господа, попали мы к третьим левелам на обзоре по нашему легкому танку второго уровня нации СССР. Вот. Да, сложный бой с третьими левелами. Мы внизу списка. Мы самые маленькие, самые дохлые. Но будем что-то делать. Включаем сразу голду, потому что против третьих левелов играть без голды такое себе. В команде противника есть ПЗ-2J, джедай. И это, ну, блин, такое. Сложно будет, сложно. Кто его убить? Ну, скорость набора у нас максималка прям вообще никакая. Короче, прям спорный уже вопрос за подвижность танка, прям однозначно. Едем мы как средний танк, практически как тяжелый. Интересно угадать, где джедай у них отыгрывают. Уже близко. Враги повсюду. Так. ВТшечка тут. Сводимся очень медленно. Забили. Интересно, джедай-то не видит. Поедем, попробуем подсветить. Ну, госы, какая скорость, это жесть. Город мы отдали. Город отдали. Ну где ж ты, родной? Попали. Раз попали. Два попали. Три попали. Сводимся, вечность. Получи.
Вот меня только этих так успеем немного. что-то. Да, такое себе. А вот и джедай на центре. Все, забил джедай. Сейчас приедет сюда драться. Стоп, да, уже идет сюда. Враг уже близко. Да. Только уже нападать надо. Да, скорости нету совсем. Это мне нравится. Попался. Шрам останется загляденье. Хорошо пошло. Получи. Будет больше мишеней. Миленько. И этому конец. Почему меня в прицел-то не берет? Что за баг? Да я оружие массового поражения. Ах, убегаем от джедая, он один остался. Так, надо нашего ФЦМа ждать. ХП 6 осталось, на тоненького играем. Ну такой себе танк, господа. У меня что-то еще с мышкой. А джедай только шкериться надо. И как-то разыгрывать, искать возможность. Будем надеяться, что ФЦМ чем-то нам поможет. Короче, ребята, скорости нету. Пушка, ну, такая себе. А вот скорости у танка нету. И очень долго сводится орудие. Это прям жирнейший минус. Поаккуратней там. Ну это все, ФЦМ умер, мы ничего не сделаем этому господину. Ничего. Придется туго. Враги повсюду. Скорости тут. О, да? Жалко же. Джедай есть Отличная джедай, была. господа. Короче, скорости нету, убежать невозможно, как-то кружить противника, еще что-то делать тоже. Сводится пушка невероятно долго, как будто мы играем на какой-то имбовый суп с огромной пушкой, не знаю, ПТ-САУ, что не является правдой. Да что ты ему сделаешь от 35? Это все, это смерть. Да, да. В лоб ты его пробьет, да. Вот ездить на джедай кайфует, да? Да и все теперь.
А нашел место пробивать. Да какой ты к нему кормой, тебе передом надо, идиот. Джедай победил. Короче, резюмируем по этому танку. Даже 2 фрага мы, кстати, сделали. Кусок говна. Вот этот прем-танк не заслуживает нашего внимания вообще, потому что в песке нужна скорость, подвижность, нужна нормальная пушка с нормальным сведением. У этого танка нет ровным счетом ничего. Поэтому ставим оценку танку кусок дерьма. Все. Вот такая оценка. Переигрывать бой даже не буду, на нем мучиться ездить. Сами видели, какая подвижность, сами видели, как сводится пушка. Все. Тут даже без комментариев. Посмотрели и забыли, господа. Не дай бог вы его где-то там купите или еще что-то. Вы что, забудьте. Мы даже выше центра списка, конечно, по урону, но не-не-не-не-не. Ребят, пишите свои комментарии, что вы думаете об этом танке. Я однозначно говорю, что это дерьмо. Вот, и как прем танк он не состоялся. Вот, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.